Всем привет, меня зовут Николь, и в этом выпуске мы с вами будем готовить супер воздушные и нежные панкейки. Вот перед этим выпуском у меня возник вопрос, почему иногда у меня получаются классные панкейки, а иногда получается не пойми что. Должно же быть что-то, от чего зависит текстура теста. Я нашла ответ на этот вопрос, и именно поэтому в этом выпуске я не просто дам вам готовый рецепт панкейков. Я с научной точки зрения объясню, от чего зависит текстура теста, и покажу, как, влияя на определенные аспекты в рецепте, можно добиться идеального рецепта. Что я сказала только что? Что же такого важного в тесте, что таким кардинальным образом влияет на его текстуру? Почему, например, у нас есть твердое тесто, которое мы используем для выпечки хлеба, а есть жидкое тесто, которое мы используем для панкейков, оладий и блинов? И оказывается, что все дело в глютене. Если вкратце о том, что такое глютен, то у нас есть пшеница, из которой мы делаем пшеничную муку. В пшенице есть два важных белка – глиадин и глютенин. В сухом состоянии эти белки инертны и ни с чем не реагируют. Однако, если в муку добавить воду, то они как бы активируются и начинают реагировать между собой с молекулами воды, и в итоге образуется такая сеть из молекул. Так вот, эта сеть из молекул и называется глютен, и благодаря ему тесто пластичное и эластичное. Но образование глютеновой сетки не всегда желаемый фактор. Именно поэтому в этом рецепте мы будем использовать определенные правила, которые позволят нам избежать образования глютена. Итак, первый пункт – аэрация теста. Поэтому в нашем рецепте мы будем использовать и соду, и разрыхлитель. Берем миску, просеиваем муку, добавляем туда сахар, соль, разрыхлитель и соду. Все это перемешиваем и отставляем в сторону. Для дополнительной аэрации мы также взобьем яичные белки до пены. Правило второе. Замена молока или воды на кисломолочные продукты. Мы можем использовать йогурт, сметану, смешанную с молоком. Во-первых, кисломолочные продукты, благодаря их нежной и густой текстуре, позволяют сделать конечное тесто менее водянистым, то есть нам нужно меньше добавлять муки, соответственно, меньше глютена. Во-вторых, так как эти продукты кислые, то та сода, которую мы добавили в муку, будет реагировать с нашей кислой базой и давать в реакции нейтрализации как побочный продукт углекислый газ, который так и нужен нам для воздушности. Итого, мы смешиваем желтки с топленым сливочным маслом, добавляем нашу кислую базу, белки, и вот все жидкие ингредиенты готовы. Дальше мы смешиваем сухие и жидкие ингредиенты, и тут вступает в дело третье правило – минимальное перемешивание теста. Чем больше мы мешаем тесто, тем больше молекулы глютена начинают как бы выравниваться относительно друг друга и образовывать больше связей. И в итоге это приводит к образованию плотной и такой упорядоченной глютеновой сетки. Именно поэтому мы очень долго месим тесто на хлеб, и наоборот стараемся этого не делать на панкейки, блинчики и так далее. Разогреваем сковороду на среднем огне. Выкладываем панкейки небольшими порциями и жарим, пока вот нижняя сторона панкейка не начинает становиться коричневой и румяной. Очень классно кинуть свежие ягоды и голубики прямо вот в тесто. Это очень вкусно. Вуаля, наши панкейки готовы. Осталось полить их медом или кленовым сиропом, как кому больше нравится. Мне кажется, панкейки – это идеальный завтрак или бранч, а готовя их, следуя определенным научным правилам, которые позволяют их сделать вот такими пышными и нежными, они получаются особенно вкусными. Ставьте лайк, если вам понравился выпуск, и если вы узнали для себя что-то новое. Обязательно пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал, и до встречи в следующем выпуске. Всем пока! Bye, have a great time!